Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Грибы в Беларуси в середине августа ушли в отпуск, зато продолжает расти веселка, и мы решили снять еще один фильм о веселке, о этом чудесном грибе, как он используется в косметологии. Вот вчерашнее такое идеальное формы молодое яйцо. Я за это время начиталась очень много о масках, как оно используется. Кстати, сырье является действительно очень ценным, хотя сам гриб еще совершенно мало изучен. Но лечебные свойства, они давно известны в народной медицине. Маски приготавливают абсолютно по-разному. Для сухой кожи одни, для нормальной другие, для жирной и еще третьи. Но я покажу вам самое простейшую маску. То, что мне и моей сестре больше всего понравилось, это использование совершенно чистого желе. Разрезаете гриб и вот так вот аккуратненько очищаете желе вместе с кожицей. Кожица вам пригодится, потому что ее очень удобно держать. Можно очистить сразу целое яйцо, можно ровно столько, сколько вам нужно, а остальное, например, использовать для настойки, засушить в порошке или же добавить в салат или съесть сырым. Можно, опять же, чуть-чуть больше приготовить, потому что эту маску можно использовать ровно столько, сколько вам захочется. И как минимум 2 недели она прекрасно прохранится в холодильнике в закрытой посуде. Предварительно очищаем само лицо тоником, или же можно просто умыться. Можно после каких-то процедур, можно это делать после бани. Главное, чтобы кожа была действительно хорошо очищена. И уже по своему собственному опыту могу сказать одно, что вам не потребуются после этой маски никакие ночные кремы. Вот приблизительно столько, хотя, безусловно, это для одного раза много. Убираем волосы, очищаем лицо, готовимся наносить маску. Вот я спрятала волосы под такую сеточку и начинаю наносить маску обыкновенными движениями. Притом у меня довольно аллергичная кожа. Как правило, я использую дорогостоящие косметические средства. Это Estée Lauder, это Sisley. И при этом всегда рекомендуется при нанесении маски избегать зоны глаз. Но не один раз уже опробовано. Маску я наношу на все лицо, в том числе и зону глаз. Никакой аллергической реакции не было. И кроме того, еще остатки можно, конечно, использовать в зону шеи. Остатки маски, остатки желе не зря называют все-таки это тоже как земляное масло. Можно использовать на руках. Можно... Вот здесь у меня был вчера поранен палец. Естественно, заживляющий эффект у желе веселки он тоже присутствует. Можно просто даже в лесу, если у вас есть какая-то рана, если есть какое-то шелушение, помогает и в псориазе, если какое-то зудящее, что-то какое-то вот такое местечко на коже есть,
Это все может вам помочь подлечить, залечить грипп веселка. Желе. Нанесли маску. По первым ощущениям она начинает подсыхать. Такой идет подтягивающий эффект. Такой очень-очень даже приятный. Такой немножечко такой какой-то стимулирующий. Ждем 20 минут. Вот у нас прошли 20 минут. Ощущения такой подтянутости, они усилились. Маска подсохла. Идем смывать, как любую маску, теплой водой. Смыли маску, остатки желе теплой водой. Как обычно, дальше все это лицо промакивается. Как-то так. Ощущение шикарное на коже. Вот просто нигде нету никакой нестянутости. Она еще такая влажноватая. Чудесно. Мне очень нравится. Я делаю эту маску по возможности, конечно, из свежего гриба. Слава богу, и его в этом году в лесу предостаточно. Единственный у меня вопрос, так как я уже подсела на это чудо-средство, это что же я буду делать зимой. Поэтому я решила проэкспериментировать и даже какую-то часть заморозила. Что из этого получится, я вам обязательно расскажу. Вот наш очередной фильм о чудесном грибе веселке. В предыдущих фильмах мы показывали, как его искать, как делать настойку, как сушить порошок и просто есть сырой. А теперь средство косметологическое, маска, чудо-маска. Подписывайтесь на наш канал. С нами интересно, у нас есть грибы, мы с удовольствием делимся рецептами, советами и не боимся экспериментировать. Пока!